Они думают, что в крови не хватает питательных веществ. То, что там на снимке, никакого отношения к тому, что беспокоит человека, не имеет. То вообще, каким образом? Вы что, купили ее? Врач хватается за голову, когда на МРТ видит, что там сустава как такового практически нету. У меня первая группа инвалидности по коксартрозу. Но вы-то сами у себя одни, поэтому задумайтесь, почему вдруг коксартроз. Наша медицина лечит его только с помощью, в запущенных стадиях, с помощью удаления сустава, замены собственного сустава на искусственный. Вот. Естественно, пациенту это обходится в очень немаленькую сумму. Вот. А самое смешное, что все искусственные суставы, они имеют срок годности. Да, сейчас, вот, насколько я знаю, последние суставы имеют срок годности 10 лет. То есть через 10 лет требуется повторная операция и замена очередного сустава. Вот как это все делается в нашей медициной. К сожалению, врачей так учат. Как оно есть на самом деле и как совершенно спокойно, беспроблемно обойтись без всяких операций, без уколов, инъекций и всего прочего, вот, я вам сейчас расскажу. Нажмите подписку и колокольчик прямо сейчас. Впереди видео о самоисцелении от хронических болезней. Сейчас я вам расскажу, как развивается артроз и вообще, что это такое. Все врачи знают, им говорят, что артроз – это не кормленный сустав. Да? Атрофия происходит в суставных поверхностях, а отсутствие трофоспитания – атрофия. Вот. То есть почему-то суставные поверхности перестают питаться. Да? Врачи это знают, но почему этот процесс происходит, им никто почему-то не рассказывает. Вот. Они знают атрофия, они думают, что в крови не хватает питательных веществ, поэтому сустав недостаточно кровоснабжается и, соответственно, недостаточно питается. Да? Вот. Но они почему-то не задумываются о том, что артроз-то почему-то одного сустава, а кровь-то ко всем суставам приходит. Значит, проблема не в том, что в крови не хватает питательных веществ, а проблема в том, что кровь по какой-то причине перестала поступать к этому суставу. К сожалению, врачам это в голову не приходит. Но вы-то сами у себя одни, поэтому задумайтесь над тем, что почему вдруг перестает поступать кровь к этому суставу. Вот рассказываю сам процесс, как у нас идет кровоснабжение суставных поверхностей. Сустав – это кость. Да? Костные кости в суставе высланы хрящом. Суставная поверхность – это вот этот самый хрящ в суставе. Он является амортизатором костей при движениях в суставе. Вот. Но хрящ – это мягкая ткань. А мягкая ткань, которая находится в зоне высокого давления, а сустав – это достаточно высокое давление, тем более тазобедренный. То есть практически вес всего тела давит на тазобедренный сустав. Вот. Соответственно, здесь достаточно высокое давление. А хрящ – мягкая ткань. И питаются все ткани, как вы знаете, кровью. Кровь течет, как вы тоже знаете, по кровеносным сосудам. И если бы в этой мягкой ткани были кровеносные сосуды, они при сдавливании под вот этим высоким давлением просто размозжились бы, раздавились. Поэтому в хрящах суставных нету сосудов кровеносных. Вы скажете, а как же тогда сустав питается? А сустав питается очень просто, как губка. Вот вы губку взяли, посуду моете губкой, вот взяли губку, сжали ее, из нее все вытекло. А потом взяли, отпустили, она все всосала в себя. Вот точно так же питается хрящ при движениях. Сжались, все вышло, растянулись, все всосалось туда. Сжались, растянулись. Вот при движениях в суставной поверхности возникает питание как раз вот этой суставной поверхности хряща. Вот как происходит трофика, питание сустава. Что происходит, почему вдруг перестает питаться сустав? А элементарно просто. Тазобедренный сустав, вот головка бедренной кости и вот вертлужная впадина, с которой он соединен. Да? Поскольку бедренная кость очень большая по своим размерам, это самая большая кость нашего организма, то у нее две артерии. Все кости обычно питаются одной артерией, а у бедренной кости две. Одна артерия питает все тело бедренной кости, а вторая идет
из вертлужной впадины через связку, которая соединяет вертлужную впадину с головкой бедренной кости и кровоснабжает головку и шейку этой бедренной кости. Соответственно, когда нарушается кровоснабжение этой части? А тогда, когда головка бедренной кости вжимается, вдавливается в вертлужную впадину. Передавливается эта артерия, нарушается кровоснабжение. Идет артроз, атрофия суставной поверхности хряща сустава, тазобедренного сустава. Вот как причина, почему это все происходит. Соответственно, если вы понимаете, в отличие от врачей, почему это произошло, то вы понимаете, что вдавливает головку бедренной кости мышца, группа ягодичных мышц. Соответственно, для того, чтобы убрать это вдавливание и восстановить кровоснабжение головки бедренной кости, нужно просто-напросто расслабить ягодичные мышцы. Все. Это сложно? Мне кажется, это элементарно. Но врачам об этом никто не рассказал. Они не знают, почему происходит атрофия суставной поверхности. И, естественно, когда там все уже, сустав уже никакой, они берут и заменяют его на искусственный. Но хочу вам сказать еще одну вещь, что человека те изменения, которые происходят в суставе, не беспокоит вообще на самом деле. Это врач хватается за голову, когда на МРТ видит, что там сустава как такового практически нету. Вообще отсутствует суставная поверхность. Но человек при этом может совершенно нормально себя чувствовать. У меня в моей личной практике был случай, когда я вообще все это дело увидел собственными глазами. Приходит ко мне пациент и говорит: у меня первая группа инвалидности по коксартрозу, по артрозу тазобедренного сустава. При этом он идет, не хромает. Я говорю: пробегитесь, он пробежал. Я говорю: присядьте, он спокойненько присаживается. Я за голову хватаюсь, говорю: кто вам первую группу? Вам и третью нельзя дать. У вас все движения, все нормально, все сохранено. Как? Кто вообще? Каким образом? Вы что, купили ее? Он говорит: нет. Говорит: мне ее дали заочно. Вот. Жена пришла со снимками МРТ, пришла на комиссию, на врачебную комиссию. Вот. Те посмотрели, что на снимке сустава вообще нету. Вот. И сдали ему первую группу инвалидности. Вы представляете себе? Почему? Потому что они полностью абсолютно уверены, что если на снимке там сустава нет, то и движения здесь быть не может. А человек нормально, полноценно ходит и двигается. Потому что жизнь богаче всяких схем на самом деле. Да? И вот с тех пор я знаю прекрасно, что то, что там на снимке, никакого отношения к тому, что беспокоит человека, не имеет. Обязательно досмотрите до конца. В конце самая важная информация о восстановлении. А что человека беспокоит? А человека беспокоит боль и ограничение объема движения в суставе. А чем это вызывается? А это вызывается вот этой самой напряженной мышцей. Расслабьте мышцу, и вы будете ходить нормально, и боли не будет, и движение будет все полноценно. И не важно, что там в суставе. Все изменения в суставе вторичные. И они тоже потихонечку будут уходить, сустав будет восстанавливаться, но только на это уходят годы. А на то, чтобы убрать то, что вас беспокоит, и привести свои движения в суставе в полноценное состояние, в нормальное, которое вас не беспокоит, на это нужно буквально 2-3 месяца. Делается это с помощью растяжки ягодичных мышц. Вот, дорогие друзья, как это все происходит. Но существует еще один, правда, нюанс здесь. Какой нюанс? А дело в том, что напряжение ягодичной мышцы очень часто провоцируется напряжением подвздошно-поясничной мышцы. Но где-то 80% напряжений ягодичных мышц спровоцировано напряжением подвздошно-поясничной, потому что они являются антагонистами. Вот. И, соответственно, для того, чтобы убрать напряжение ягодичных мышц, нужно обязательно, во всяком случае, очень желательно делать не только растяжки для ягодичных мышц, но и растяжки для подвздошно-поясничных мышц, так называемый поперечный шпагат. Делаются все растяжки раз 10 в день. И тогда совершенно спокойно, я говорю, реально, практика показывает, 2-3 месяца делов, и вы будете нормально ходить, ничего вас беспокоить не будет, бегайте на здоровье, делайте все, что хотите. И ваш тазобедренный сустав не будет вас беспокоить. Вот, дорогие друзья, как все устроено.
Сейчас я вам покажу, как делается растяжка для ягодичной мышцы, а каким образом расслабить подвздошно-поясничную мышцу с помощью поперечного шпагата, я вам покажу в другом ролике. Переходите вот по данной ссылочке. И все увидите, все узнаете. А главное не просто знать, главное делать. Еще один вариант растяжки ягодичных мышц. Выполняется он на любом диване, на любой кровати. Что нужно сделать? Нужно лечь на бок, на самый-самый край дивана или кровати. На боку лежите. Ножку, которую вы тянете, вот свесили и расслабились. И под тяжестью этой ноги вот эта мышца ягодичная тянется. Расслабились, голову положили, а рука и голова как противовес в другую сторону. И минут 5 в таком положении полежать, расслабившись. Вот ножка расслабляется и потихонечку уходит вниз. Вот таким образом делается. Еще можно сделать растяжку для ягодичных мышц тем, кому неудобно делать ее в дверном проеме. Когда люди выполняют растяжку для ягодичной мышцы, самые частые две ошибки. Первая ошибка, когда они напрягают эту мышцу, пытаются там ее опустить, ногу, с силой со всей, да, это неправильно. Здесь надо как раз именно расслабить. То есть ножка должна опускаться вниз под своей тяжестью, а не с помощью вашего усилия. Это первая наиболее частая ошибка. И вторая ошибка – нужно делать почаще. Реально от того, что вы будете делать один раз в день, мало что изменится. Ну или, во всяком случае, будете делать там долгие годы все это. Вот поэтому надо делать почаще. Принцип простой. Чем чаще вы напрягаете, а вы ходите практически весь день на ногах, да, все время напрягаете эту мышцу, тем чаще надо делать растяжку. Поэтому, друзья, попробуйте хотя бы раз 10 в день делать растяжечку для ягодичной мышцы. Тогда все у вас будет хорошо. Главное, друзья, запомните и поймите одну простую вещь, что никакие инъекции в сустав, никакие манипуляции с суставом, ни тем более хирургическая замена своего сустава на искусственный не решают проблемы. Потому что проблемы вызываются не самим суставом, а мышцей, ягодичными мышцами. Вот. И именно их нужно привести в порядок. И что там в суставе, на самом деле вас не беспокоит и никакого значения для вас не имеет. Для того, чтобы убрать боль и ограничение объема движений, вам нужно просто-напросто взять и расслабить ягодичные мышцы. Все. Тогда вы приведете себя в порядок, и что бы там ни было в суставе, вы будете двигаться полноценно, без боли и выполнять все необходимые вам движения. Благодарю вас. Будьте здоровы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и будьте здоровы.